Этот мир живет по треугольнику. Прочувствовал это любовь. Пока мы любим сердцами, вроде все хорошо, а затем вдруг включается мозг. И вот на этом периоде понял, как раз семьи рассыпаются. И, наконец, прожил, когда ты спокойно уже анализируешь. Вот я живу давно, у меня 3 мужа. И этот опыт, видимо, самый-самый уже оформленный. И вот это чувство счастья, оно теперь переполняет. Этот мир живет по треугольнику. И треугольник прочувствовал это любовь. Это когда мы настолько нравимся друг другу, мы слипаемся друг с другом. И в этот момент все хорошо. Это тот период, где каждый ухаживает друг за другом. Это любовь. Следующий период называется становление семьи. Или как все-таки по-настоящему знать, как долго во времени мы можем вместе находиться. И понял. Вот этот период, когда включается мозг и начинает тщательно просчитывать, сколько мы способны прожить с этим человеком, что мы способны в нем терпеть, что же нам понравилось, и начинается такой жесткий анализ. И затем уже наступает фаза прожить, когда вместе соединяется где-то любовь, где-то жесткий анализ, и тогда у нас получается такая хорошая семья. Но у нас есть ритмомеры, которые так и называются «снятие усталости для обретения сгустка семьи и счастливой семьи». Почему снятие усталости? Ну, потому что пока мы любим сердцами, вроде все хорошо, мы чувствуем друг друга, трогаем друг друга, нам надо, чтобы обязательно слушать нежные голоса, и нам все равно, что говорит этот голос, главное быть рядом. А затем вдруг включается мозг, и этот весь просчет иногда кажется меркантильным, иногда кажется, оставьте меня в покое, ну что вы меня просчитываете, а как тут не просчитывать, если что-то раздражает, какая-то зубная щетка не туда поставленная, полотенце не туда брошенное, не туда поставленные туфли, и все это начинает раздражать, это все нарастает. И вот на этом периоде понял, как раз семьи рассыпаются. И вот сейчас интересно, когда я разговаривала с людьми же, естественными людьми, я говорю, ну вот как ты выдержала, что твой муж вот носки в таком виде всегда бросает, у него всегда такая грязь вокруг. Ведь ты как женщина же как порядок наводит. Им главное, чтобы посерединке было чисто, все по краям, все по шкафчикам разложено. К тому же, может быть, в шкафчиках тоже полный беспорядок, но лишь бы посерединке было чисто. Тогда женщине все хорошо. А мужчине хорошо, чтобы он не забыл. Он на эту серединку все сваливает. И тогда у него свой порядок. И вот мне женщина отвечает, а все хорошо, я в его комнату сейчас просто не захожу. Я не захожу и не смотрю туда. И тогда все хорошо. Это же его порядок. Пусть он живет, как он хочет. Это его порядок. И если есть возможность иметь разные комнаты, то это спасение для семьи. Если же эта комната одна, но тут надо как-то поделить пространство, и тогда может снова семья существовать. Ну а дальше у нас есть тоже ритмомера, которая так дает дополнительное пространство, чтобы все-таки у вас все получалось. А дальше начинается прожить. И прожить это всегда между понял и почувствовал. Ну, а еще, конечно, они сексуально должны быть очень привлекательны друг к другу. Вот на момент прочувствовал, и запах должен нравиться друг друга, и ощущение кожи должно нравиться, и смотреть должно быть приятно друг на друга, и слушать голоса друг друга. То есть это такое втекание друг в друга, когда все доставляет удовольствие, все наслаждение, все радует. И потом вот второй период отторжения, когда вообще ничего не радует, но все не так. Что бы ни сделал этот человек, все не так. Он не так ест, он не так сидит, он не тогда приходит. И вот здесь люди начинают отдаляться друг от друга. Но у нас есть хладостейное поле. В хладостейном поле есть такая хладостей плюс. Если я не желаю терять того, кого люблю, я начинаю начитывать плюс, плюс, плюс. Если наоборот, он меня достал, он мне надоел, я поняла, что это не моя половинка, значит, я читаю минус, 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 даль, даль, даль. И все постепенно растворяется.
Поэтому для создания счастливой семьи я бы рекомендовала сначала обратиться к ритмологу любви и результата, затем после этого ритмолога понаблюдать, кто же притянулся в этот кадр, и начать очень четко себя распределять в этом треугольнике. Это кто? Ну, мне легко об этом говорить, знаете. Я давно живу, как говорит мой брат. Когда его спрашивают, откуда ты все знаешь? Он говорит, я слишком давно живу. Вот я живу давно, у меня 3 мужа. И если первый муж у меня был из Понил, я начала с Понил. Ой, как мы ссорились, как мы выясняли, как нам нужно было совсем другое. Один делал одно и считал, что он что-то делал, он считал, что-то для меня делает. То есть он уходил на ночь, оставлял меня с новорожденным ребенком, но он зарабатывал деньги, он считал, а как иначе? Он что мог, все делал, но мне было все не так. И настолько это было ярко, вот это понял. Я пыталась его понять, почему ему это нравится, это не нравится, почему он такой. А еще же наши дети сразу должны были соединить. Но ничего не получилось. Я уже знаю свой цикл, 8 лет и все. После 8 лет или я с этим человеком расстаюсь, или... Ну, тогда уже нужно... Ну, я знаю, что я буду тратить свое время, буду тратить себя, лишь бы сохранить эту семью. Второй мой брак и второй мой муж был прочувствовать. Он мне говорил столько ласковых слов. Он постоянно за меня держался. У него постоянно его руки были где-то в районе моей талии. Он настолько меня любил. Он предлагал вот этот чувственный обмен. И, конечно, мне это было очень приятно. То есть был такой сердечно-чувственный обмен. И что бы окружающие ни говорили, он был самым лучшим, что бы он ни делал, мне все нравилось. То, что я не позволяла первому мужу, даже в дозах там 1/100, этому я позволяла на все 100%, потому что это было прочувствовал. Чувства, конечно, тут захлестнули, внесли, но и дальше выстраивалась следующая семья, чувственная семья. Проходит 8 лет, все, я больше не могу, мне нужны другие чувства. И тут появляется человек, чисто энергетически, из кармы появился человек. Они выходят на балкон, сражаются друг с другом, как любят эти мужчины. Выходит мой муж и говорит, все, я проиграл. И вот делайте здесь что хотите, но вот это очень интересно. То есть мы не развелись, ничего не произошло, но он сказал, что энергетически он меня проиграл. И с этого момента чувственно начинает идти совершенно другая ситуация, и появляется другой, где чувства снова захлестнули. И сейчас у меня 3-й опыт идет, где прожил. И этот опыт, видимо, самый-самый уже оформленные. То есть после таких проживаний я знаю, что такое прочувствовал, когда сносит совершенно голову, ты ничего не понимаешь, но без этого человека ты не можешь. Это дикая ревность, это дикие сцены какие-то чисто такой, почему он сейчас не с тобой, ты не понимаешь. На тот момент у нас был штурвальный мир, я разрешала всем поворачивать штурвал, относительно него я этот штурвал поворачивал по материнству, чтобы он приблизился. Я не могла даже на какое-то расстояние небольшое его отпустить, потому что он мне нужен был рядом. Тогда, который понял, вот наоборот, чем дальше, тем лучше, чем реже приезжает, тем больше радости. То есть нужно было себя как-то принуждать. И, наконец, прожил, когда ты спокойно уже анализируешь, да, вот здесь тебя это не устраивает, вот здесь тебя это устраивает, вот здесь это хорошо, вот здесь это плохо, но уже терпимость выработалась, и вот это чувство счастья, оно теперь переполняет. Поэтому я всем желаю построить семью, может быть, за 1 раз у вас получится, это будет очень хорошо, если один и тот же человек проживет с вами, кто-то ведь живет до золотой свадьбы, кто-то там живет аж до какой-то там изумрудной свадьбы. Ну, как-то они с этим справляются, каждый что-то терпит. А иногда так читаешь следующее, чтобы долго прожить с одним человеком, иногда надо стать слепым, иногда надо стать глухим, а иногда надо стать немым. Где-то промолчать, где-то не прослушать, где-то не увидеть. Но, в принципе, чем больше ритмологичности, тем дольше у вас будут существовать отношения, чем ярче сгусток любви, который вы наработаете, он всегда между, и этот сгусток любви вы начнете направлять то в одну сторону, то в другую сторону. Если вдруг
вас затянуло в «понял», то сгусток любви вот так оставьте экранчиком и смотрите через него, что все-таки я почему-то любила этого человека, значит, в нем есть что-то хорошее. Не зря же мы встретились, и начинают вспоминать какие-то очень приятные моменты. А наоборот, когда тебя тянет в сторону чувств, ты экранчик на понятие «понял» ставишь, и тут уже просчитываешь, что ну нельзя так близко, все равно нельзя так зависеть, все равно должно остаться свое собственное пространство. То есть очень хорошо, когда люди этим вопросом вообще занимаются, и я рада, что они им занимаются.